Для этой пасхальной композиции основу кашпо в виде деревянной тележки несложно сделать самому. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Сначала делаю тележку. Из переплетного картона толщиной 1,5 мм вырезала детали. 13 на 23,5 см – одна деталь, 6,5 на 23,5 см – две детали, и две детали в виде трапеции, высота 6,5 см, размеры сторон 13 и 16 см. В своих работах я уже использовала такие деревянные палочки. Их ширина 2 см, а длина 20 см. Это палочки-шпатели для депиляции. Ссылку, где покупала, оставлю в описании к этому видео, как и все другие ссылки. Отрезаю скругленные концы и делаю это с помощью канцелярского ножа. Концы зачищаю с помощью наждачной бумаги. Кроме длинных палочек, их длина получилась 18 см, нарезала еще и короткие по 5,5 см. И наклеиваю палочки на картонное основание. Использую термоклей. В работе использую и другого вида деревянные палочки. Это у меня размешиватели для кофе. Их ширина 5 мм. Этими палочками прикрываю стыки и создаю дополнительные декоративные элементы. Вот так получилось. И это будет дно тележки. Таким же образом наклеиваю палочки и на другие детали. Получившиеся детали – это две длинные боковины тележки. На боковины трапециевидной формы сначала наклеиваю палочки и только затем подрезаю их по форме основания. Таких тоже делаю две детали. И дополнительно на каждую для декора наклеиваю по две узкие палочки. С внутренней стороны боковин, на коротких сторонах, приклеиваю узкие палочки, не доходя до края 3 мм. На второй боковине также приклеила по краям узкие палочки. И сейчас оказалось, что высота трапециевидной боковины больше, поэтому перед склеиванием я уменьшила высоту так, чтобы она была вровень с высотой длинной боковины, то есть отрезала лишнее. Все детали склеиваю на термоклей. Сначала к донышку, это деталь 1, приклеила одну длинную боковину, на фото это деталь 2. Затем две короткие боковины, это детали 3 и 4. И последней приклеила вторую длинную боковину, это деталь 5. И как видно здесь, трапециевидные боковины у меня входят на 5 мм внутрь коробки. С внешней стороны на дно тележки приклеиваю узкие палочки. Чтобы сделать колеса тележки, я взяла круглые фанерные заготовки. Их диаметр 7 см. По центру сверлю отверстие. И на каждое колесо наклеиваю узкие палочки для декоративности. С обратной стороны тележки подклеиваю две поперечные узкие палочки, на которых будут приклеены оси колес.
А в качестве оси использую длинную деревянную шпажку. Нарезаю из нее 2 палочки, каждая длиной по 17,5 см. На концы палочек подклеиваю колеса. Делаю 2 такие пары. А затем приклеиваю оси с колесами к тележке. От широкой палочки я отрезала кусочек длиной 9 см и на конце просверлила отверстие. Эту палочку подклеиваю под низ тележки. Получилась вот такая тележка. Ее поверхность снаружи и внутри окрашиваю декоративно-защитным составом цвета дуб. Вы можете просто покрыть прозрачным лаком или морилкой нужного вам цвета, или же каким-то другим составом. В общем, как вам нравится. У меня получилось вот так. Для того, чтобы крепить цветы и веточки, внутрь тележки вкладываю пенополистирол. Вместо него можно использовать обычный пенопласт или же флористическую губку. У меня толщина плиты не очень большая, поэтому склеиваю в 2 слоя. И приклеиваю к тележке с помощью двухстороннего скотча. В центре композиции будет фигурка гуся. Буквально на днях купила его в Fix Price. Высота фигурки 13 см. Вы можете использовать любые фигурки, подходящие по-вашему к этой теме. В декоре буду использовать разные цветы и веточки. Для фигурки делаю небольшой постамент, чтобы она не затерялась в зелени. Фигурку на постамент приклеиваю. Цветы я срезаю с общей ветки и уже по отдельности распределяю в композиции. Сначала голубые гортензии, располагаю их вокруг фигурки. Стебли этих цветов мягкие, поэтому накручиваю на них проволоку, которую будет уже удобно воткнуть в пенополистирол. Распределяю мелкие белые цветочки и остальные веточки. Мелкие розовые цветочки снимаю с ветки, и для их крепления использую обычные зубочистки, на которые подклеиваю цветочки, и уже в таком виде добавляю в композицию. Осталось добавить веточки зелени. Я использую разного размера и оттенков зеленого. На тележку мне захотелось закрепить веревочку, на конец которой приклеиваю большой деревянный шарик. Шарик окрашиваю тем же составом, что и тележку.
А еще из 2 широких палочек сделаю маленькую табличку с надписью. Палочки длиной по 9 см соединяю между собой, наклеивая на них поперек 2 узкие палочки. К получившейся табличке приклеила ножку, в качестве которой взяла деревянную шпажку. И табличку тоже окрашиваю. Надпись я распечатала на принтере на обычной офисной бумаге. Чтобы сделать бумагу тоньше, несколько раз приклеиваю и аккуратно снимаю широкий скотч. В результате таких действий каждый раз снимается немного бумаги, и листочек становится тоньше. Края обрываю и наклеиваю надпись на табличку. И добавляю готовую табличку в композицию. Скоро будем отмечать Пасху, и очень хочется, чтобы эти светлые дни принесли нам мир и спокойствие, как в душе, так и в окружающем. Надеюсь, вам понравилось. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.